Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Сегодня хочу вам показать очередной несложный узорчик, очень оригинальный, в копилочку ваших узорчиков. Вот с такой пряжи. Пряжа, ниточка, смотрите, такая блестящая. О пряже я расскажу в конце видео. Сегодня у меня крючок, моя рабочая лошадка номер 3. Вы, в свою очередь, берете свою пряжу, какая у вас есть. Все узорчики универсальные, поэтому вяжите из любой пряжи. Ну и правильно подбирайте крючок, чтобы у вас все получилось. Схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. В принципе, все понятно, все доступно. Кто умеет работать со схемками, пожалуйста, работайте самостоятельно. Кто еще пока не умеет, не переживайте. Мы с вами все вместе провяжем. Самое главное, повторяйте за руками, и у вас все получится. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 10 петелек плюс 1. Давайте, например, я наберу, так как ниточка тоненькая, наберу 4 раппорта, получится 40 воздушных петелек и плюс 1 41. Вы набираете столько, сколько вам необходимо. Итак, для начала все как всегда. Петелька фиксации. При наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я набираю 41 воздушную петельку. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 41. Вот мой будущий образец. Далее приступаем непосредственно к узорчику. В других видео я показывала, что мы с новичками провязываем вспомогательный ряд, но здесь практически такой же ряд, поэтому несложно, вы справитесь. Повторяйте. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка пятую петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В пятую петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки, столбик с накидом. Вот эти 3 петельки подъема, это тоже имитация столбика с накидом. В сумме получается у нас уже 2 столбика. Поняли, да? Накид. Дальше по порядку в следующую петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик с накидом. Накид. По порядку в следующую петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик с накидом. Смотрим на схемку. У нас здесь получается 3 петельки подъема и 3 столбика с накидом. Поняли? Дальше будьте внимательны. Делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. И здесь в цепочке, цепочку сильно не тяните, чтобы петельки у вас не сместились. Отсчитываем 1, 2, 3 петельки, их пропускаем. И только в четвертую нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки столбик с накидом. Вот такое окошко у нас получается. Так, идем дальше по порядку. Это наш первый столбик с накидом. Дальше в каждую петельку цепочки провязываем столбики с накидом. Считаем. Второй столбик с накидом. Есть. Дальше по порядку. Третий столбик с накидом. Есть. Дальше четвертый столбик с накидом. Пятый столбик с накидом. Здесь ничего сложного. Шестой и седьмой. Для кого быстро, ставьте на паузу, провязывайте со своей скоростью, либо в настройках YouTube ставите скорость, которой вам будет более комфортно работать. Итак, после окошка мы с вами провязали 7 столбиков с накидом. Опять делаем окошко. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. Будьте внимательны. Пропускаем 3 петельки. 1, 2, 3. В четвертую нырнули. И начинаем опять провязывать столбики с накидом. Точно так же в количестве 7 штук. Поняли? То есть в самом начале ряда у нас как бы половинка наших столбиков. Здесь всего лишь получается как 4 столбика с накидом. Поняли? Окошко 7 столбиков с накидом. Окошко 7 столбиков с накидом. Окошко 7 столбиков с накидом. И так далее до конца ряда. Давайте самостоятельно, но в конце ряда я вас встречу. Несложно, несложно. У вас получится. Итак, смотрите, вот провязали практически до конца ряда. Вот такие у нас получаются интересные кирпичики с окошками, да? И как мы заканчиваем ряд? Смотрите, после окошка я уже сделала 3 столбика с накидом. По схемке, смотрите, у нас здесь 4 столбика. Последний столбик, смотрите, накид.
И вот в последнюю петельку цепочки нырнули и провязали 4 столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. По порядку в следующий столбик за верхушечку беремся и провязываем столбик с накидом. Есть. Теперь 1 воздушная петелька. Будьте внимательны. 2 накида. Перепрыгиваем наши столбики вот в эту арочку. Работаем с арочкой. Нырнули, вытянули ниточку. Смотрите, провязываем по 2 петельки. 1, 2, стоп. Дальше не провязываем, держим петельку на крючке. 2 накида. Сюда же опять нырнули в арочку, вытянули ниточку, провязываем 2 петельки, стоп. Дальше не провязываем, держим на крючке. И третий раз точно так же. 2 накида, нырнули, вытянули. 1, 2, стоп. И вот теперь все петельки на крючке, то есть от 3 столбиков, да, и петелька, которая была, итого 4. Провязываем вместе за один раз. У нас получается 3 столбика с 2 накидами с общей верхушкой. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Теперь нужно повторить точно так же 3 столбика с 2 накидами с общей верхушкой. Итак, 2 накида, опять в арочку нырнули, вытянули ниточку, провязываем 2 петельки, стоп. 2 накида, сюда же нырнули, вытянули 2 петельки, стоп. 2 накида, сюда же нырнули, вытянули 2 петельки, стоп. И вот теперь все петельки на крючке за один раз провязали. Раз. У нас с вами получается вот в таком окошке сформировались вот такая вот интересная рогаточка. Идем дальше. 1 воздушная петелька. Теперь будьте внимательны. Накид. Вот наши столбики, так? Первые 2 мы пропускаем, не провязываем. 1, 2. Начинаем с 3. В 3 нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик с накидом. 1, считаем. Накид. В следующий по порядку столбик с накидом 2. И в следующий по порядку столбик с накидом 3. Вот эти вот получается 2 столбика, которые мы провязали. Вот в самом начале у нас они рядом. Дальше идет повторение. 1 воздушная петелька. Пропускаем наши столбики. Работаем с этим окошечком, с этой арочкой. 2 накида, нырнули и провязали. 2 петельки, стоп. 2 накида сюда же вяжу быстро, потому что мы уже это с вами провязывали. 2 накида, 3 раз. Теперь все петельки за один раз провязали. Есть. Дальше делаем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. 2 накида, вернемся опять в это окошко, в эту арочку и провязываем. 1, 2, 1, 2 и 1, 2. Все, теперь опять все петельки вместе. Вот такая вот интересная рогаточка высокая получается. И делаем 1 воздушную петельку, 1 накид, пропустили 2 столбика и с 3 начинаем провязывать 3 столбика с накидом. Поняли, да? Ничего сложного. Чередуете вот такие вот рогаточки, интересные арочки со столбиками до конца ряда. Схемка перед вами. Давайте самостоятельно. У вас получится. В конце ряда я вас встречаю. Давайте. Так, смотрите, вот связали практически до конца ряда. Вот такие вот у нас получаются рогаточки, арочки. Ничего сложного, как мы заканчиваем наше вязание. После последних наших столбиков с 2 накидами с общей верхушкой мы делаем 1 воздушную петельку и переключаемся на столбики. 2 столбика также пропускаем. В 3 провязываем столбик с накидом. Здесь будьте внимательны. Накид. Здесь у нас заканчивается ряд. Вот 3 петельки подъема предыдущего ряда. В 3 петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязали последний столбик с накидом. Все, ряд наш закончен. Идем дальше. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. 2 воздушные петельки по узорчику. 1, 2. Итого 5 воздушных петелек. Теперь 2 накида и переключаемся вот в эту арочку, которую мы делали в предыдущем ряду. Так, нырнули и провязываем по 2 петельки. 1, 2 накида. Сюда же нырнули опять, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки, 2 и 3 раз нырнули, вытянули ниточку, по 2 петельки, 3.
Теперь все петельки на крючке провязали за один раз. У нас получается опять вот такой вот интересный получается элемент. 3 столбика с 2 накидами с общей верхушкой. Точно так же, как в предыдущем ряду. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. 2 накида. И сюда же в эту же арочку делаем точно так же. 3 столбика с 2 накидами с общей верхушкой. Первый готов. Сюда же нырнули. Второй готов. Сюда же нырнули. Третий готов. Все петельки на крючке провязали за один раз. Опять 2 воздушные петельки. Раз, два. И точно так же делаем третий элемент в эту же арочку. Первый готов, столбик наш. Второй столбик готов. Третий столбик готов. И теперь мы все столбики провязываем вместе. Оп, все. Несложно, несложно. Получается, у нас была арочка. В этой арочке получилась вот такая вот рогаточка из 2, да, элементов. И получается, в эту следующую арочку уже 3 таких элемента мы провязали. Понятно? Идем дальше. 2 воздушные петельки. Раз, два. Здесь, получается, у нас с вами были 3 столбика с накидом. Так? Мы беремся за центральный, за второй столбик, нырнули и провязали 1 столбик с накидом. Поняли? То есть у нас вот эти вот элементы провязываются с 2 накидами, да, наши столбики, а между ними столбики будут с 1 накидом. Все, и опять идем дальше. 2 воздушные петельки и начинаем работать вот с нашей арочкой. В нее будем провязывать 3 раза по 3 столбика с 2 накидами с общей верхушкой. Поняли, да? Провязываю быстро, потому что мы уже умеем этот элемент провязывать. И все вместе. Раз, провязали. 2 воздушные петельки. Опять в эту же арочку провязываем опять 3 столбика с 2 накидами с общей верхушкой. У нас такие получаются высокие элементы за счет того, что 2 накида. Будет очень красиво. Все. И опять все вместе провязали. Кому быстро, ставьте на паузу. 2 воздушные петельки. И опять в арочку нырнули. Провязываем еще третий раз. 3 столбика с 2 накидами с общей верхушкой. И третий раз. Все вместе провязали. Готово. Опять 2 воздушные петельки. И переключаемся на наши 3 столбика. Раз, два, три. Во второй центральный столбик мы провязываем столбик с 1 накидом. Будьте внимательны. Все. И вот так вот шагаете до конца ряда. Не сложно, совсем не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. У вас получится. Так, смотрите, красота наша растет потихонечку. Как мы заканчиваем наш ряд? Вот мы сделали наши вот эти вот листики, да, высокие. 2 воздушные петельки и переключаемся на столбики. Делаем 1 накид. Так? Здесь у нас 2 столбика, то есть столбик с накидом и 3 петельки подъема. Помните, да, в предыдущем ряду? В третью петельку подъема нырнули и провязали столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого 4 воздушные петельки. Дальше, смотрите, делаем 1 накид и переключаемся вот на наши столбики, на наши арочки. Вначале в верхушку первого вот этого элемента, да, 3 столбика с 2 накидами с общей верхушкой. В общую верхушку нырнули и провязали столбик с накидом. Накид. Дальше идет арочка из 2 воздушных петелек. В арочку 2 столбика с накидом. Раз, и сюда же 2. Дальше верхушка опять 3 столбиков с 2 накидами. Нырнули, провязали 4 столбик с накидом. Дальше идет арочка из 2 воздушных петелек. Тоже будем провязывать 2 столбика с накидом. Итого 5, 6 столбики с накидом. И последний элемент 3 опять столбика с 2 накидами с общей верхушкой. В общую верхушку провязываем последний столбик с накидом. Он у нас получается 7. Вот так это будет выглядеть. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Перепрыгиваем опять на наши вот эти вот интересные листики. И начинаем провязывать 7 столбиков с накидом. За верхушку 1 столбик с накидом. В арочку 2 столбика с накидом. Раз и 2. За верхушку следующего элемента 1 столбик с накидом. В арочку 2 столбика с накидом.
столбики все с одним накидом. Поняли, да? И последний, третий элемент, наш листочек, последний столбик с накидом. Итого опять получается у нас 7 столбиков с накидом. Поняли? Опять делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И переключаемся в следующий элемент, следующий листик. То есть, если внимательно посмотреть, мы с вами повторяем наш первый ряд. У нас здесь тоже было 7 столбиков и такой вот кирпичик, окошечко, кирпичик, окошечко, да? Вот, то же самое и здесь, просто смещено в шахматном порядке. Поняли? Все, давайте самостоятельно до конца ряда. Несложно у вас получится, но я вас встречу в конце ряда. Давайте. Так, смотрите, красота наша потихонечку растет. Мы провязали с вами полностью ряд. Повторили первый ряд, да, просто сместили в шахматном порядке. Вот наши последние 7 столбиков с накидом. И дальше, смотрите, как заканчиваем ряд. Делаем одну воздушную петельку, накид. И помните, у нас здесь были, получается, 3 петельки подъема. Так, здесь, получается, мы ныряем в третью петельку. Аккуратненько. И у нас 2 петельки были по узорчику, да. Отсчитываем 1, 2. Вот, третья петелька подъема. И вот эту третью петельку мы провязываем столбик с накидом. Все. Наш ряд закончен. Далее смотрите, что мы делаем. Вначале мы делаем 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Это имитация столбика с 2 накидами. Поворот. Дальше 2 воздушные петельки по узорчику. 1, 2. Итого 6 воздушных петелек. А теперь 2 накида. И мы возвращаемся вот в эту маленькую арочку из одной воздушной петельки. Нырнули. И провязываем наш листик, лепесточек, да, 3 столбика с 2 накидами с общей верхушкой. Раз у нас все сместилось в шахматном порядке, да, то и также листики тоже сместятся. И теперь все провязываем вместе. Мы уже умеем это провязывать за один раз. Раз. Дальше 1 воздушная петелька. Вспоминайте, как мы провязывали вот с вами второй ряд. Помните? Дальше пропускаем 2 столбика. 1, 2. И с третьего начинаем провязывать 3 столбика с одним накидом. 1. В следующий столбик. 2. В следующий столбик. 3. Поняли? То есть вот у нас наша получается такая вот рогаточка. Мы здесь провязали половинку этой рогатки. Поняли? А дальше все то же самое. Повторение. 1 воздушная петелька. 2 накида. И вот в это вот окошко, вот в эту арочку вы провязываете. Вначале получается один элемент, столбик, 3 столбика с 2 накидами. Первый столбик. Сюда же второй столбик. Провязываем не до конца. Мы уже так делали, вы знаете. И все петельки вместе. Раз, первый элемент готов. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Опять 2 накида. И сюда же в эту же арочку провязываем еще 3 столбика с 2 накидами. Раз, сюда же 2. Провязываем не до конца. И 3. И опять провязываем наши все столбики вместе. Оп, за один раз. Вот, поняли? Вот та самая рогаточка, вот она и есть. Сместили в шахматном порядке. Все, опять 1 воздушная петелька. И переключаемся на наши столбики. 2 столбика пропустили, 3 столбика провязали. Поняли? Поняли. Все, повторяем второй ряд. Несложно, совсем не сложно. Давайте, встречаю вас в конце ряда, у вас получится. Так, красота наша растет. Вот у нас что по итогу получается. И как мы заканчиваем наш ряд. Здесь у нас получается тоже половинка нашей вот этой вот арочки, да, рогаточки. Итак, вот первый элемент, листочек я провязала. Так, сделала 2 воздушные петельки. И теперь будьте внимательны, делаем 2 накида. И помните, у нас здесь были 4 петельки подъема и 2 воздушные петельки по узорчику. Так вот, в 4-ю петельку аккуратненько находим и провязываем столбик с 2 накидами. Поняли? Все, вот наша половинка нашей арочки. Все, ряд закончен. Дальше делаем 4 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. 2 воздушные петельки по узорчику. 1, 2. Дальше 2 накида. И вот в эту арочку опять возвращаемся и провязываем 1 листик. Поняли? То есть 3 столбика с 2 накидами с общей верхушкой. 1. Сюда же 2. Сюда же 3. И теперь все
наши петельки провязали вместе. Есть. Дальше 2 воздушные петельки. И переключаемся там, где у нас было 3 столбика. Провязываем 1 столбик с накидом. Поняли, да? То есть мы опять повторяем. Вот наши 3 элемента были. И 1 столбик с накидом. Все. Здесь точно так же повторяем. Просто у нас сместилось в шахматном порядке. Поняли, да? Итак, 2 воздушные петельки. И вот наша арочка. И в нее будем провязывать 3 таких элемента. Раз, столбик с 2 накидами не до конца. 2 и 3. Провязали. 2 воздушные петельки. Сюда же. Столбик с 2 накидами не до конца. Раз. 2. Провязываю быстро, потому что мы с вами же это умеем вязать. Правильно же? 3. Провязали. 2 воздушные петельки. Раз, 2. И третий раз сюда же, в эту же арочку. Раз. 2. И 3. Все, провязали. Вот наши 3 элемента. Поняли, да? Вот повторяем наш ряд. Вот он здесь есть. 2 воздушные петельки и опять столбик с накидом вот в центральный столбик из 3. Все, поняли? Ничего сложного. Повторяем точь-точь наш третий ряд. Вот раз, два, три. Третий. Все, давайте самостоятельно до конца ряда. У вас получится. Итак, красота наша еще больше растет. Вот мы провязали, получается, в каждую арочку по 3 элемента, 3 листика. А заканчиваем мы ряд точно так же, как и предыдущий. Здесь у нас будет 1 листик. Поняли? 2 воздушные петельки, 2 накида. В предыдущем ряду мы делали 4 петельки подъема и 2 петельки по узорчику. Так вот, в 4-ю петельку подъема ныряем и провязываем столбик с 2 накидами. На этом наш ряд закончен. Дальше 3 петельки подъема. Раз, 2, 3, поворот. И в арочку из 2 воздушных петелек провязываем 2 столбика с накидом. Раз, и сюда же 2. И в верхушку нашего элемента провязываем 1 столбик с накидом. Есть. Получается 3 столбика с накидом и 3 петельки подъема, имитация столбика с накидом. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. 1 накид. И точно так же шагаем по нашим элементам. Верхушка первого элемента 1 столбик с накидом. В арочку из 2 воздушных петелек 2 столбика с накидом. Далее во второй элемент за верхушечку 1 столбик с накидом. В арочку 2 столбика с накидом. И в последний третий элемент 1 столбик с накидом. Итого получается 7 столбиков с накидом. Если внимательно посмотреть, мы точь-в-точь повторяем самый первый ряд. Поняли? То есть вертикальный раппорт узорчика, смотрите, столбики, арочка, 3 элемента. Потом мы сместились, получается, в шахматном порядке. Идем столбик, арочка, 3 элемента. И возвращаемся опять на первый ряд. Столбик, дальше будет арочка, 3 элемента. Поняли? То есть по итогу вы провязываете 6 рядочков. Раз, два, 3, 4, 5, 6. И повторяете. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Ну, а на самом деле всего лишь только 3 ряда. Поняли? Не сложно? Не сложно. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Но видно, что интересно, оригинально. Угу. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Итак, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. Узор растет очень быстро, совсем не сложный. Он у нас двусторонний. Видите? Выбирайте любую сторону, какая больше всего нравится, такая у вас будет лицевой. Из моей пряжи узорчик тянется вот так вот и вот так вот. Из вашей пряжи может тянуться больше, может тянуться меньше. Обязательно провязывайте своей рукой, своей пряжей, ну и своей плотностью вязания. Итак, что у меня сегодня за ниточки? Новички, смотрите, кто еще с такими не работал. Называется Alize Angora Gold Simli. Идем дальше. Моточки по 100 грамм, 100 граммах 500 метров. И здесь состав 75% акрил, 20% шерсть и 5% металлическая ниточка. За счет нее вот так вот пряжа и переливается, блестит. Итак, крючок здесь советуют производители брать от 2 до 4, ну, в зависимости от узора, от вашей плотности вязания. У меня 3. Идем дальше. Цвет, смотрите, 27. В принципе, на камеру передается так же, как он на самом деле и есть. То есть вот такая вот ниточка, вот такой вот узор. Давайте замерим сегодняшнюю красоту.
выполнен он моей рукой, моей плотностью вязания, да, моей пряжей. У вас при одинаковых исходных данных могут быть совсем другие цифры. Но посмотрим, что получается у меня. Итак, набирали 41 воздушную петельку. Это получается, ну, 21,5, так скажем, сантиметров. И здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 рядочков. Давайте замерим. Это получается, смотрите, 13 сантиметров. За счет того, что столбики с двумя накидами, узорчик, естественно, выглядит выше, ну и растет быстрее. Все. Не сложно, не сложно. Красота, красота. Обязательно провязывайте своей пряжей. Один и тот же узор из разной пряжи может выглядеть абсолютно по-разному. Поэтому пробуйте, вяжите из любых ниточек. Из летних, демисезонных, зимних. Надеюсь, сегодняшний узорчик вам понравился, и вы поставите свои лайки. Кто еще не подписался, зрители, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты и вяжите с удовольствием. Не забывайте обязательно писать комментарии. Комментарии помогают продвижению моего канала. И нажимайте на кнопочку спонсорства. Заранее спасибо большое. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.